Всем привет! Ибо нечего над Родиной летать. Так я назвал этот ролик, благодаря этой модели. Помните такое имя? Фрэнсис Гэри Пауэрс. Напомню или расскажу. 1 мая 1960 года Фрэнсис Пауэрс был сбит в районе Свердловска зенитно-ракетным комплексом С-75 войск ПВО СССР. Летчик остался жив и после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден. Приговорен он был на 10 лет, отбывал срок в тюрьме Владимирский Централ. Через 1,5 года был произведен обмен на советского разведчика Рудольфа Абеля, разоблаченного в США. Фрэнсис летел на самолете Ю-2, как раз на том, обзор на который мы и будем сейчас смотреть. Правда, именно этого борта 56-66-93 в наборе нет, да и модификация немного другая, но все же. Итак, Ю-2. Американский высотный самолет-разведчик, 48 масштаб. Производитель тайванская фирма AFV Club. Модель вышла в 2019 году. Внутри коробки инструкция для сборки, пластиковые детали, литники, и декаль. Первый литник – это фюзеляж. Сразу скажу, что это очень добротная и качественная модель, хотя в ней и нет никаких плюшек. Отличная расшивка, клепка, прекрасный пластик. Длина прототипа Ю-2 модификации A составляла 15 метров. Соответственно, длина модели будет составлять примерно 31 сантиметр, что совсем немало. Крыло, а вернее одна половина крыла. Обратите внимание, что движимые части крыла даны отдельными деталями и сделаны очень правдоподобно. Размах крыла самолета, опять же модификации A, составлял 24,38 метра, а модели более 50 сантиметров. Ух! Модель можно собрать и в стояночном варианте. Есть тент, который ставится на фонарь самолета. Так что можно сделать и прекрасную диораму. Набор это позволяет. Литник с кабиной пилота, креслом пилота. Деталировка просто чума. Единственное, что не хватает, это ремней. Ну, в принципе, с этим легко справиться. Шасси. Конструкция шасси самолета очень интересная. По два колеса спереди и сзади снизу фюзеляжа. Есть две дополнительные стойки на крыле с маленькими колесиками. После взлета данные стойки остаются на взлетной полосе. Садится самолет на основные стойки под фюзеляжем. После падения скорости самолет ложится на крыло. Так как это все-таки самолет-разведчик, то должно быть и фотооборудование. И естественно оно есть в модели, целый литник.
Прозрачные детали. Ням-ням. Прекрасный фонарь, клепочка, все как надо. Глаз радуется. Часть фюзеляжа, где находится фотооборудование, также сделана из прозрачного пластика. Здесь же и приборная панель. Большой лист декали на 4 варианта окраса. Отличная инструкция с описанием прототипа на первой странице, правда на английском языке, но это не страшно совсем. Ну и подробнейшая сборка. И, как я уже и сказал, 4 варианта окраса предлагает нам производитель. Что еще? Чешская фирма Эдуард выпускает два набора окрасочных масок под эту модель. Одна из них двухсторонняя. Это для фанатов красить фонарь изнутри. Набор фототравления на интерьер кабины. Фототравление цветное, красить не нужно. Помните, я сказал, что не хватает ремней для кресел, но мы справимся. Конечно, справимся при помощи этого набора. И набор, который включает в себя как интерьер, дублирует то, что мы уже посмотрели, так и экстерьер. Ну, на этом и закончим. Спасибо вам за просмотр, пишите комментарии к видео. Ссылки на данные товары я оставлю в описании к видео. Приобрести все это добро вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. И самое главное я понял, то что такая корова мне нужна самому. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков. До встречи!